Всем большой привет, дорогие мои зрители! Ось и свято наближается, приближается мой самый любимый праздник в году, а именно Новый год. И сегодня я хочу показать вам новогоднее меню, которое состоит из простых, очень вкусных, оригинальных и красивых блюд. На приготовление всего этого меню, я думаю, вы потратите немного времени. Может, конечно, вы не все блюда приготовите, но точно увидите какие-то интересные идеи и для себя. И начнем мы из простой, очень вкусной новогодней закуски, которая называется елочка. Можно взять слоеное дрожжевое или бездрожжевое тесто. У меня сегодня бездрожжевое. И нужно его вот так вот раскатать в длину. И второй пласт такого же размера. Если у вас просто квадратное тесто, то вы сможете вот так вот раскатать его в длину, а потом разрезать пополам. Раскатали, теперь берем бекон и выкладываем его на одну полосочку. Мне очень повезло с размером, потому что на одну полосочку помещается 2 полосочки бекона. Чудесно! И на бекон я выкладываю квадратики сыра. Очень удобно, что можно купить вот сразу такие нарезанные слайсы, тоненькие. Вот готово. Накрываем этой частью теста. В прошлом году я тоже делала такой вот классный пирог из слоеного теста в виде елочки, но мне он очень сильно понравился. Я уверена, что если вы не видели, вам тоже понравится эта идея. Ссылку я оставлю в описании на прошлогоднее меню к Новому году. Обязательно переходите, смотрите, там очень много классных идей. Дальше все это нам нужно будет разрезать на ровные полоски. У меня, если честно, всегда проблемы с ровными полосками, поэтому мне лучше сделать вот такие вот насечки, линии. И теперь разрезаем. Можно использовать нож для пиццы, а можно обычным ножом. Мне главное никуда не спешить, тогда, я думаю, получится более-менее ровно. Теперь берем одну шпажку деревянную и одну полосочку теста. Из этой полосочки теста намечаем елочку. Основание и вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот складываем. Получается такая у нас елочка. Теперь берем шпажку и вот так вот по центру проходимся. Все. И дальше немножко вот так вот ее распрямляем, потому что она при выпечке у нас увеличится. И вот такая у нас получается елочка. И давайте еще одну сделаем. Формируем крону, вот так вот проходим. Как видите, все очень легко, быстро, и мне кажется, что это и интересно будет, допустим, с детками таким заниматься. Выкладываем на противень, который уже у нас выстелен пергаментом. Вот такие симпатюльки получились. Теперь ставим их в духовку, которая прогрета до температуры 220 градусов. Верхний и нижний нагрев ориентировочно на 15-18 минут. Они у вас должны хорошо так подрасти и зарумяниться. Здесь 450 граммов слоеного теста. Совсем забыла вам сказать. Только посмотрите, какая красота. И теперь уже готовые горячие елочки посыпаем специями. Я посыплю сушеным базиликом, сушеным орегано, сушеным чесноком и черным молотым перцем. И последний штрих — верхушечка елки, помидорка черри. Можно использовать маслину. Посмотрите, как красиво и как это легко сделать. А сразу плюс 100 баллов к новогоднему настроению. Вот так вот. И теперь не теряем время, сразу же приступаем ко второму блюду. Это будут новогодние пушистики. На мелкой терке натираем 50 граммов твердого сыра. Как видите, я все делаю быстро, потому что очень ценю и свое время, и ваше. Но при этом я обещаю, что все блюда будут красивыми, оригинальными, быстрыми и очень вкусными. 2 яйца также натираю на мелкой терке.
1 зубчик чеснока тоже натираю, можно его через пресс пропустить. Кстати, в этом рецепте нам с вами понадобится домашний майонез, у меня он уже готов, ссылку на рецепт я оставлю в описании. 2 плавленых сырка общим весом 150 граммов натираем тоже на мелкой терке, я их немножко подморозила, чтобы они легче натирались, потому что всегда проблема, они такие мягенькие и не хотят натираться на терочке. Перекладываем эту массу в мисочку, добавляем майонез и перемешиваем. 200 граммов крабовых палочек тоже натираем на мелкой терке. Вот такая у нас получается пушистая стружка. И вот так вот сюда помещаем кукурузу. Вы можете сюда также добавить, допустим, таким же образом всунуть креветку, мидию или оливку, чтобы, знаете, что-то интересное было внутри. Теперь берем шарик и просто вот так вот его обваливаем в вот этих вот крабовых штучках пушистых. И у нас с вами получится пушистый шарик. Вот такие симпатичные шарики у нас получились, очень красиво еще сочетаться с зеленым цветом. И теперь я хочу вам показать интересный вариант тарталеток. Тарталетки всегда отличное решение для любого праздничного стола. Можно использовать вот такие вот покупные, а можно сделать их из огурца, если вы хотите более полезный вариант. Берем длинный огурец и нарезаем его вот так вот и снова по диагонали. Ровно и по диагонали. Ровно и по диагонали. И теперь берем чайную ложечку и вот так вот убираем сердцевинку. Для начинки я беру 100 грамм сливочного сыра типа альметте и добавляю сюда чайную ложку горчицы в зернах. Зернышки горчицы будут приятно лопаться на зубах. И также совсем немножко укропа мелко нарежу. Перемешиваем, чтобы у нас получился вот такой вот паштет, не паштет. Также нам понадобится малосольная красная рыба, у меня домашнего посола, я оставлю ссылку в описании, а также здесь на экране появится очень классный посол, я всегда так делаю, обязательно попробуйте, намного получается дешевле и вкуснее, чем в магазине. Теперь нужно нарезать рыбку на тоненькие слайсы. Вот так вот, она как масло, нежная. Теперь берем кусочек и сворачиваем его вот так вот, получается такая вот у нас розочка. Выкладываем на маску. Дальше немножко салатика для украшения и розочку ставим. И вот такая красивая закусочка получается. У меня осталось еще немного намазки, поэтому я предлагаю сделать еще один вид красивых тарталеток. В эту намазку добавим маринованный огурчик, мелко его порезав. Я взяла половину огурчика маринованного и теперь нарезаю его на мелкие кубики. Добавляем сюда и перемешиваем. Выкладываем в тарталетку эту намазку. Берем 2 тонких слайса колбасы, они уже продаются вот такой вот, просто, не знаю, миллиметровая нарезка, и вот так вот сворачиваем каждый, и вот так вот делаем, и вставляем сюда. Сюда по центру ставлю четвертинку помидорки черри, можно взять маслинку и немножко укропчика. Вот такая симпатюлька, быстро, просто. Повторим, намазываем. Берем 2 ломтика колбаски, один свернули, второй свернули, вот так вот, вот так вот. И теперь они подружились и сюда. Помидорчик и укропчик.
Ну и что же за Новый год без селедки? Селедка под шубой — это, конечно, классика. Я уже показывала, как я готовлю селедку на канале. Ссылочка будет вот здесь. Переходите, у меня классический рецепт. Всегда так готовлю и всегда мне очень нравится шуба. А я же сегодня предлагаю приготовить закуску. Шуба не менее вкусную, но намного более простую, чем шуба. Берем одну червоную цибульку, вырезаем вот эту вот сердцевинку и нарезаем на перья. Добавляю пол чайной ложки сахара, чайную ложку яблочного уксуса и оставляем мариноваться хотя бы минут на 10. Цибулька при мариновании приобретет равномерный розовый цвет. 3 яйца нужно нарезать на кубики. Берем 3 кусочка ржаного бородинского хлеба и разрезаем на четвертинки. У нас получится вот такой вот квадратик. Теперь берем филе селедочки, у меня была целая селедка, я ее очистила, и нарезаем по размеру вот этих вот прямоугольничков. Посмотрите, какая красивая селедочка. Зимой селедка самая вкусная, потому что жирненькая. Берем половину замаринованной цибульки или чуть меньше. Теперь тоненько ее, то есть меленько нарезаем. Добавляем цибульку к яйцам, добавляем 1-2 столовые ложки майонеза. Также вы можете добавить немножко перца и соли, но я не буду добавлять соль, так как уже селедочка и так соленоватая. Выкладываем яйцо сверху, выкладываем сверху кусочек селедочки, сверху немножечко горчицы в зернах и замаринованный лучок, который мы сделали. Так как этот Новый год у нас год зеленого дракона, поэтому мне хочется сделать ролл зеленый дракон. Можно, в принципе, его сделать и на любой другой праздник, просто вместо зеленого лаваша взять обычный лаваш. Выкладываем на зеленый лаваш 100 граммов сыра. Это может быть Филадельфия или Алнимета, или абсолютно любой другой сливочный сыр, который вы используете для приготовления суши и роллов. Очень удобно наносить сыр вот таким вот кондитерским шпателем. Намного удобнее, нежели ложкой пытаться его растянуть. Сверху выкладываем листья нори. Оставляем где-то 1 сантиметр свободным. Я буду делать ролл с слабосоленой семгой домашнего посола и также авокадо. Вместо авокадо вы можете взять огурец или вдобавок к авокадо можно взять еще огурец. Вместо рыбы можно взять креветки, крабовые палочки. Мне понадобится половина авокадо, у меня вот такой он продольный, поэтому я вот так вот сделаю. Вот смотрите. И вот эту вот часть использую. Каждую четвертинку я очистила и теперь разрезаю пополам. Вот так вот. Чтобы были такие крупные кусочки. Берите мягкий, спелый авокадо. У меня что-то он оказался тверже, чем я думала. Рыбу я разрежу тоже просто пополам, чтобы тогда на разрезе были такие большие кусочки рыбы. Выкладываю рыбу. Так. И выкладываю кусочки авокадо. Я, наверное, даже не весь добавлю. Вот так вот. Так. Выкладываем сюда еще немного сливочного сыра, чтобы у нас начинка хорошо тогда держалась. Теперь аккуратно сворачиваем, стараясь вот так вот поджимать ролл, чтобы он у нас был более плотным. Так вот вы пройдитесь руками, чтобы оно там все утрамбовалось. Заматываем ролл в пищевую пленку и теперь положу его в холодильник где-то на час. Можно и дольше его оставить, чтобы он хорошо держал форму. Потом нарежем, посмотрим, какой он красивый внутри.
Согласитесь, так или иначе мы всегда на праздничный стол подаем нарезку из овощей, там помидорчик, огурчик, перчик. Сегодня я хочу вам показать, как можно очень оригинально подать овощи. Я беру один баклажан и нарезаю его на кольца. Если у вас есть заготовки замороженных колец баклажана, то можно их использовать. Вот так вот. Баклажаны можно просто обжарить на сковородке, как мы всегда делаем, или можно запечь в духовке. Я выбираю вариант запечь в духовке. Баклажаны смазываю растительным маслом и буду запекать при температуре 200 градусов до мягкости и легкой румяности. И посолим. Тем временем нарезаем помидорки на кольца. Вот эту сердцевину вырезаем. Не забываем. Также нарезаем огурец, не слишком толсто. И также один перец, желательно желтый, нарезаем на кружочки, на полукольца. В принципе, все, как мы нарезаем на обычную овощную тарелку. Измельчаем один зубчик чеснока, чтобы добавить его в майонез. Если не хотите, то можно не добавлять. Можно добавить укроп по желанию. Добавляем чесночок в майонез и перемешиваем. На каждый баклажан выкладываем буквально капельку майонеза. Сверху по кусочку помидора. Вот так вот. Капелька майонеза. Огурчик, желтый перчик, вот так вот. Выкладываем следующий шар баклажанов, следующий ряд. И снова немножко майонеза, по кусочку помидорчика, снова немножко майонеза, перец и огурчик. И так выкладываем каждый ряд. И теперь последний штрих. Берем черные оливки и разрезаем их пополам. Для блеска их можно сверху немножко смазать растительным маслом. И выкладываем их на огурец. Вот так вот. И сюда вот в эти вот пространства вставляем или кучерявую петрушку, или листочки вот такие тоненькие салата, чтобы сделать хвост павлина еще более пышным. Вот такой вот интересный и не банальный вариант подачи овощей на праздничный стол. Теперь давайте приступим к горячему. Мы с вами приготовим очень вкусную картошку. Поверьте, что она займет почетное место и все будут в восторге от этой картошечки. Берем одну цибульку и нарезаем ее на кубики. Обжариваем цибульку на небольшом количестве растительного масла до легкой золотистости. Тем временем натираем на крупной терке одну среднюю морковку или две маленькие, как у меня. Цибулька поджарилась, добавляем морковку и обжариваем еще несколько минут до мягкости морковки. Немножко посолим по вкусу и также черный молотый перец. Теперь возьмем 600-700 граммов картофеля и нарезаем его на такие вот тонкие полукольца, чтобы он быстрее у нас пропекся. Картошечку солим обязательно по вкусу. Добавляем сушеный чеснок. Вы можете добавить еще свои любимые специи, я ограничусь только сушеным чесноком и черным молотым перцем. Перемешиваем. Берем форму для запекания, в которой можно подать картошечку на праздничный стол. У меня вот такое вот белое блюдо. И хорошенько смазываем сливочным маслицем. Добавляем 200 граммов плавленного сыра янтарь прямо сюда. Или можно переложить в мисочку, но мне удобнее это сделать в сковородке, чтобы не мыть
еще одну миску. Вот так вот перемешиваем. Поверьте, это самая вкусная намазка, и картошка с ней получается невероятная. Выкладываем картофель. Сверху выкладываем морковь с луком и сыром. Вот так вот. Королевская картошечка. Сверху я предлагаю сделать такую грибную поляну. Здесь 250-300 граммов шампиньонов. Выкладываем их вот так вот. И вы только представьте, они сейчас в духовке начнут пускать свой сок, и картошечка будет тушиться под грибным соусом, сырным. Ой, такая вкуснятина будет. Вот так вот помещаем грибочки. Они запекутся, подрумянятся. Если вы хотите, вы сможете потом уже, когда они будут почти готовое все блюдо, посыпать сыром, но я бы не посыпала. Вот представьте, они хорошо подрумянятся, из них уйдет влага, и они станут с таким насыщенным грибным вкусом. Смазываем грибочки растительным маслом, чтобы они запекались лучше, и немножко посолим. А потом уже в готовом виде вы можете посыпать их любыми специями, потому что сейчас смысла нет, специи просто сгорят и все в духовке. Ставим выпекаться где-то на 50-60 минут, чтобы картошечка у нас успела приготовиться. В качестве основного блюда я предлагаю приготовить свинину. Если вы хотите, чтобы мясо было сочным, то обязательно берите ошеек. В нем есть прожилки жира, поэтому оно всегда у вас будет мягким, нежным и не пересушенным. Здесь 800 граммов свиного ошейка. Я нарезаю на 4 порции. Посмотрите, какая красота. Из специй я беру соль, черный молотый перец, а также сушеный чеснок и кориандр. С обеих сторон посыпаем мясо специями. Кориандр, сушеный чесночок, свинина и чеснок – это лучшие друзья. Черный молотый перец и, конечно же, соль. Немножко вот так вот прихлопываем, чтобы специи держались, переворачиваем и делаем все то же самое с этой стороны. Выкладываем мясо на хорошо разогретую сковородку. Так как здесь есть жир свой, то я выкладываю на сухую сковородку. Сейчас жирок подтопится, и все будет чудесно. Подрумянили с одной стороны и переворачиваем, чтобы мясо у нас просто запечаталось и было немножко с румяной корочкой. На крупной терке натираем 150 граммов сыра. У меня это моцарелла чеддеризированная, так было написано на упаковке. Вы же подбирайте сыр по своему вкусу. Выкладываем мясо на противень. Вот так. Смазываем горчичкой. Эта горчичка здесь точно не помешает. Представляете, как вот эти вот зернышки будут потом похрустывать. Сверху выкладываем кольца консервированного ананаса. Можно по 2, как делаю я, можно по 1. Тоже смотрите, как вам больше захочется. В каждый ананас по центру я кладу чернослив. Вместо чернослива можно положить черную оливку. Тоже будет очень красиво. Ой. И посыпаем сверху сыром. Картошечка запекается, я переставила ее на уровень ниже, и мы ставим мяско, тоже запекаться при температуре 200 градусов, ориентировочно на 15-20 минут. В итоге у нас и мясо, и картошка будут готовы одновременно. Картошечка готова, пахнет она умопомрачительно. И смотрите, чтобы грибочки имели более такой вот аппетитный вид, я предлагаю смазать их слегка растительным маслом. И я забыла вам сказать, что нужно их перед тем, как поставили в духовку, посолить немножко. Именно грибочки. Я запекала 11 минут, за это время у меня сыр полностью расплавился и подрумянился. Вот такая вот ароматная вкуснятина. Очень интересное, оригинальное блюдо.
однозначно достойное праздничного новогоднего стола. Вернемся к рулету, он уже хорошо пропитался. Вот эти края лучше обрезать, потому что они зачастую пустые. И теперь можем красиво нарезать рулет на порционные кусочки. Ой, какой классный, красивый. Вот это действительно зеленый дракон. Будем угождать зеленому дракону, чтобы у нас был этот год лучше, чем предыдущий. Ну и теперь давайте сделаем с вами простой, легкий, вкусный новогодний десертик. Здесь у меня 320 граммов сметаны. Я делаю десерт на 2 человек. 1 чайная ложка желатина и добавляю сюда 2 столовые ложки воды. Оставляю желатин набухнуть. Тем временем добавляю пакетик ванильного сахара в сметану и также немного сгущенного молока. Добавляйте сгущенное молоко по вкусу. Взбиваем. Долго не взбиваем, просто перемешиваем до однородности. Берем 1 лимон, разрезаем пополам и добавляем сюда сок половинки лимона через ситечко, чтобы все косточки остались на нем. Снова перемешиваем. Если вы не хотите, можно лимонный сок не добавлять. Ой. Выкладываем дольки мандарина в формочку. Получается, что половинка мандаринки на 1 порцию сейчас. И еще сверху мы потом снова будем украшать мандаринкой. Получается у нас 1 мандаринка на 1 порцию. Желатин набух, теперь его нужно растопить. Я это сделаю в микроволновке. Буквально несколько секунд в микроволновке, и желатин уже растопился. Добавляем его и быстро перемешиваем. Заливаем крем в формочку. Посмотрите, сколько здесь пузырьков. Будет очень воздушный десерт. И при этом простой, легкий, не жирный. Ничего не нужно запекать. Вот такой вот простой, легкий десертик. Теперь нужно поставить его в холодильник, чтобы он застыл. Сверху накрыть можно пищевой пленкой, чтобы он не впитывал запахи из холодильника. Когда десерт застыл, посыпем его кокосовой стружкой, имитируя снег. Берем дольки мандаринок и разрезаем их на 2 или 3 части, в зависимости от их размера. Выкладываем нахлёст, одна на другую. По центру зернышки граната и мята. Вот такая вот красота получилась, это очень вкусно. И поверьте, я совсем не устала, пока всю эту красоту готовила. Наоборот, я получила огромный заряд энергии. Вот мне так нравится, что я приготовила. Я очень от всего сердца надеюсь, что и вам что-то приглянулось. С наступающими праздниками, всего вам самого хорошего в новом году. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.